Сколько денег надо, чтобы жить в Буэнос-Айресе? Это 1,5 ляма? Да. То поход в магазин обходится нам в $100. Как можно жить в Буэнос-Айресе на $300? Мы приедем, нас убьют прямо при выходе. А если ты один, то можешь арендовать комнату в коммунальной квартире и платить $50 в месяц. В общем, как ожидалось, в ресторане морской кухни, из морской кухни лишь кальмары. В целом, походы в ресторан здесь обходятся где-то в 15-20 тысяч песо на нас двоих и малыша. Всем привет, меня зовут Вальдемар фон Глобин, и вы на канале Аргентина Лайф. В этом выпуске я вам расскажу о приблизительной стоимости жизни в Аргентине. Я условно ее разделил на 3 класса. Высокий от $4000, средний от $1500 до $4000 и эконом до $1500. В каждом из этих классов я покажу соответствующий вариант жилья, продуктового магазина, ресторана и парикмахерской. Погнали смотреть! Я приехал в район Бальванера к моему сирийскому другу, он из Алеппо, чтобы показать вам жилье эконом-класса. Пойдемте, познакомимся. Я приехал в гости к Махмеду. Он нам сейчас расскажет про то, как можно жить в Буэнос-Айресе на $300. Hello, Махмед. Привет, как сам? Всем привет. Привет, Москва, привет, русичи. Привет. Махмед, скажи, пожалуйста, как тебе живется в Аргентине? Давно ли ты здесь живешь? Я эмигрировал в Буэнос-Айрес в 2016. Я приехал сюда, имея визу. До этого я был сирийцем, а теперь я аргентинец. У меня есть аргентинский паспорт. Я отлично себя чувствую в Аргентине. Люди очень добрые, спокойные. Они ни о чем не беспокоятся, всегда счастливые. И это несмотря на то, что экономика Аргентины не такая, как в России или Франции. Здесь можно жить в мире и спокойствии, потому что это страна мигрантов и выходцев из Европы. К примеру, испанцы или опять же русские. Здесь очень просто жить. Позади нас Конгресс. Оглянись вокруг. Нет полиции. Все тихо и спокойно. Но несмотря на это, я все равно переживаю, что кто-то может схватить мою камеру. Не переживай. Аргентинцам все равно, откуда ты. Они уважают твою культуру и религию и то место, откуда ты приехал. Тут отличная культура от Европы, Азии и Африки. Я бы сказал, культура счастья. Это моя точка зрения о Аргентине и Латинской Америке в целом. То есть ты здесь счастлив? Да, я счастлив. Я никогда тут не встречал расизма. Никто никогда мне не говорил, какого фига ты тут делаешь? А теперь я аргентинец и могу активно участвовать в жизни этой страны, говорить о политике, экономике и прочих вещах. Никаких проблем, никто меня не осудит. Ну что тут скажешь, крутяк. Сколько ты тут живешь? 2 года? 8 месяцев. 8 месяцев. Я думаю, что ты тоже уже можешь поделиться своим опытом жизни в Аргентине. Никто тебя не задевает и не дискредитирует по национальному Ты признаку. абсолютно прав. Никаких проблем, я тоже счастлив здесь. В Аргентине одна проблема – инфляция. Да, но многие надеются, что в следующем году после выборов все изменится. Да, может быть. Такая вероятность есть. Что-то точно изменится. Но, честно говоря, в Аргентине просто сумасшедшая инфляция. Но если ты зарабатываешь в долларах, то тут ты будешь королем.
К примеру, если ты программист из России, и зарплата приходит в долларах, например, $500, это супер для тебя. Будешь тут королем. За $500 ты будешь здесь королем? Если ты один, то да. И это зависит от района и соседей. Если это не секрет, какая у тебя зарплата? Я работаю продавцом в магазине и получаю за это $350. К примеру, если ты доктор или инженер, то твоя заработная плата составляет $1000. И что, этой заработной платы тебе хватает? Я живу один, в доме, где делю кухню, ванную комнату с другими жильцами. И за это я плачу 23 тысячи песо. Это очень мало. Это приблизительно $55 в месяц. Скажи, пожалуйста, сколько приблизительно в месяц ты тратишь денег в супермаркете? Я трачу немного денег. Думаю, что-то около 10 тысяч, может быть, 15 тысяч песо в месяц. К примеру, национальная содовая стоит 180 песо. Это практически ничего. Вообще, еда в ресторанах недорогая, если не говорить о ресторанах в Пуэрто-Мадеро. Вот там рестораны очень дорогие. Там можно оставить 30 тысяч песо за раз или $100 за раз-два. Многие цены тут зависят от района и соседей, с которыми ты живешь. К примеру, возьмем пиццу, сэндвич, пирожок или даже фрукты. Цены на них будут отличаться в разных районах. Если в районе живут богатые, то и цены на эти продукты будут выше, чем там, где живет средний класс. Короче, все зависит от соседей и района. Давай рассмотрим на примере твоего района. Как он, кстати, называется? Район называется Сан-Кристобаль. Район расположен очень близко к центру. Собственно, где мы сейчас. И цены на аренду совсем невысокие. Можно снять полноценную квартиру за $200-300. А если ты один, то можешь арендовать комнату в коммунальной квартире и платить $50 в месяц. Много доступных вариантов можно найти в Гугле или в Фейсбуке. То место, где я живу, я выбрал потому, что коплю деньги. Как я уже сказал, плачу 23 тысячи песо. Это около $50. Отличная цена, просто супер. Да, потому что я хочу сберечь деньги. Махмед только что мне сказал, что он с радостью оставит свой Инстаграм, и люди, у которых есть вопросы, то есть наши телезрители, могут свободно обращаться и спросить его любой вопрос, задать, который вас интересует. Так что к этому видео будет Инстаграм Махмета, и он вас проконсультирует. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, смело пишите мне сообщение в директ. Чем смогу, тем помогу. Спасибо большое. Ну, в общем, вот Махмед нам рассказал такую историю, что вполне себе можно жить в Буэнос-Айресе и за $350, а за 500 вообще как король говорит. Так что все возможно, все зависит от того, к какому уровню жизни вы привыкли. Но в целом это возможно. Сейчас я вам покажу, кстати говоря, как он живет, его квартиру. Итак, значит, Махмед открывает. Сейчас мы посмотрим. Окей. I will follow you. Ага. The kitchen. So you share with other people this place, yeah? Yeah. Okay. For example, in Argentina, you can find houses. For example, you can rent a room and you share the other things with your roommate. Okay. Your roommates, for example, your house, your roommate. Exactly. For example, this house, 7 rooms. We live here 7 persons. Okay, 1, 2, 3, and there's a bathroom. There's a bathroom and also the kitchen is here. Okay. Everything, 2 refrigerator. Absolutely, and it's a very small room because it's very cheap. Because you pay, just imagine,
23,000 pesos. Yes. Nothing. $1. This is my room. Okay. Yeah, it's small a bit. Of course, Kalyan. How without it? Yeah, but you know, I need it's a good room, but I need to organize everything. Yeah, you know, where I live, where I sleep. They have internet. Yes. Yeah, you know, here you got the line. The window. Okay. You know, this is the system in Argentina. В Аргентине очень много различных вердури, корнери, панери и прочих ири. Что это такое? Вердури – это овощной магазин. Я однозначно рекомендую в бюджетном сегменте найти себе подходящий овощной, мясной или хлебный магазин. Это будет, скорее всего, значительно дешевле, чем в супермаркете. Вот, к примеру, я сейчас зашел вот в этот магазин и купил 2 пакета овощей. Выглядят они вот так. Вот 2 пакета овощей. Здесь практически есть все, что нужно. Бананы, лук, перцы, кабачки и прочее. За все это я заплатил 1400 песо. За аналогичные пакеты с овощами в Джумбо или в Кота я бы заплатил порядка 5000 песо. Поэтому здесь экономия существенная, однозначно. Рекомендую найти себе хороший овощной магазин или корнерию, это мясной магазин, и затариваться там. Уважаемый сеньор готовит мне асадо. Друзья, я нахожусь в ресторане, заказал себе асадо. Это национальное аргентинское блюдо. Кусок жареного мяса, напиток и картошку фри. И заплачу я за это 4000 песо. Сейчас будем пробовать. К мясу подают 2 соуса. Так выглядит само мясо. Картошка фри. Хлеб, как обычно. И пинта пива. Можно подстричься в парикмахерской вот такого типа. Стоимость стрижки мужской здесь составляет 2300 песо. Сейчас я вам ее покажу. Ну, в общем, вот что получилось. Подстригли за 2300 песо. Вполне себе. Даже выбрили линию. Такие дела. Друзья, я нахожусь в городе Бенавидес. Это 15 минут езды от Нордельта. Здесь я нашел парикмахерскую. Подстригся за 800 песо. Точно так же мне выбрали полоску. Подстригли. Единственное, что не помыли голову и не сделали массаж. Но по сути разница существенная. 2300 в Нордельте или 800 песо в Бенавидес. Так что я не вижу смысла, чтобы переплачивать. Можно стричься и в бюджетных парикмахерских. Мастера хорошие. Основываясь на сказанном и увиденном, я констатирую факт, что в Аргентине можно жить на $350, причем в столице, в Буэнос-Айресе. Правда, я акцентирую внимание, что речь идет об одном человеке. Ну а сейчас переходим к следующему уровню жизни. Друзья, я приехал в Альмагро, чтобы показать вам, как живет мой друг Иван, представитель среднего класса. Пойдемте посмотрим.
Очень аккуратная и приличная парадная группа. В доме имеется несколько коммерческих помещений, еще не заняты, свободны. А вот парадная группа как выглядит. Очень даже прилично. А вот и сам Иван. Всем привет, вы на канале Аргентина Лайф. Я сегодня в гостях у Вани. Это человек, который непосредственно принимает участие в блоге Аргентина Лайф. Он занимается монтажом. Оператор-монтажер, пилот дрона. Пришел к Ване, потому что в этом выпуске мы говорим о стоимости жизни в Буэнос-Айресе. Как я сказал ранее, Ваня представитель среднего класса, зажиточного в Аргентине. Поэтому хотелось бы, Ванька, чтобы ты рассказал немного о себе, как ты сюда приехал, чем занимаешься здесь. Ну и, собственно, самый важный вопрос, который интересует, я думаю, всех, это сколько денег надо, чтобы жить в Буэнос-Айресе? Это сложный вопрос, потому что, ну, опять же, все живут по-разному. Однозначно. Свои бюджеты, свои понимания прекрасно. В Аргентине живем 10 месяцев. Очень нравится, крутая страна, крутые люди. Неочевидная страна для переезда. Я про нее вообще, мне кажется, слышал только из песни. Вот это Аргентина, Ямайка 5:0. И типа вот эти были мои познания про Аргентину на весну прошлого года. Так. Вот. Потом немножко некоторые коррективы в жизни появились. Вот в это время мы были, получается, в Таиланде. Через 4 месяца у нас вот тут вот встал рис и Таиланд в целом. Начали смотреть, куда поехать. Жена говорит, есть Аргентина. Я такой, что? Посмотрели, поискали информацию, прикольно. Поехали смотреть. То есть так прям сразу сорвались, все, погнали. Ну, как сразу сорвались, типа там спустя месяц, наверное, полтора после того, как обсуждали, посмотрели, что-то почитали. Я вообще думал, что мы приедем, нас тут убьют прям при выходе из самолета, заберут душу, телефон, деньги и все, что есть с собой. Это, кстати, все практически думают. А потому что нет другой информации. Вот Типа, надо развенчать и рассказать, что это не так. Это не так. Тут есть свои нюансы в плане безопасности, но это что-то вроде России начала 2000-х, когда уже вроде везде как бы все спокойно, но пизды получить можно в некоторых местах. Ходим иногда, посматриваем по сторонам, а кто нас окружает. И на этом, в принципе, наверное, все. За это время у нас не было, по сути, никаких инцидентов. Только вот у наших друзей прям выхватили на перекрестке, на байке пролетая 14-й iPhone. Надо быть всегда начеку. Надо быть начеку, да. От этого просто, особенно в Москве, когда живешь, отвыкаешь. Но в целом у нас в крови это, потому что мы выросли в 90-е Да, и прекрасно помним, каково это. Все равно нужно быть постоянно, ходить и оглядываться и думать о том, Ну, что... тут чуть-чуть спокойнее, чем вот тогда. Мы пожили в Палермо, Бельграно, сейчас добрались в Альмагро, не самый популярный район среди российских граждан, но достаточно спокойный спальник, в котором, ну, относительно спокойно. Не так приятно, конечно, как в Палермо, но ввиду последних изменений ценовой политики по недвижимости тут гораздо приятнее получается, потому что здесь мы заехали в квартиру, которая только что отремонтирована, новая, тут еще никто не жил, новый дом, 55 квадратов, двушка, 2 санузла, 8 этаж, наверху бассейн, прачка, типа все, что есть нужно, рядом магазины, кофейни, кафешки, все есть. И какая цена вопроса? $780 в месяц. За такую же квартиру в Палермо, я думаю, сейчас мы бы отдали в районе 1100-1300. Вань, куда мы едем? Наверх. Да ладно! Едем смотреть песцину. Песцину. Прачечная. Прачечная. Сюда закидываешь деньги, тут стираешь, тут сушишь. Все быстро, удобно, прикольно. Сюда выходим в бассейн. Он выглядит как бассейн для взрослых, но когда в него залазишь, там воды вот так. Когда в нем плаваешь, короче, коленками шкрябаешь дно, поэтому не очень приятно, но когда на улице плюс 37, в принципе, это можно расценить как большая холодная ванна. Залазишь и становится чуть-чуть попроще жить. Вот. Ну, ладно, что он тут хотя бы есть. И типа он тут как-то никуда, тут нигде не отдохнуть, не посидеть с друзьями. Ну тут есть какой-то, не знаю, может его приспособят по своему опыту. Ну вот здесь она и должна быть в теории. Как бы в теории должна быть, но ее пока нет. Это непредсказуемо вообще. Цены на недвижимость и цены на аренду в Буэнос-Айресе растут просто абсолютно, я не знаю, по непредсказуемому графику. Да, потому что мы когда приехали, это, получается, был июнь прошлого года,
Я смотрел на местных сайтах, это Аргенпроп, или как он там называется? Зона проб, Зона Ремакс. Проб, да, и там можно было найти квартиру за 450, ладно, долларов, двушку, без мебели, с нормальным ремонтом. Я думал, ништяк, шикарно, заезжаем, покупаем свою мебель, контракт на 3 года, квартира готова. Проблема типа с недвижимостью Да. решена. Да. Сейчас такие варианты, Отсутствует. ну, их просто нет, да. Либо они стоят, ну, чуть-чуть неадекватно. И это, кстати, то же самое, что было с нами, когда мы ехали сюда, потому что я сколько смотрел там влогов различных, читал информации, и это было именно так, что я ориентировался, думал, ну, $500 там с контрактом на 1,5-2 года, мы возьмем хорошую квартиру и вообще не будем горя знать. Но это не так. Все. Сейчас я, кстати, покажу вам обязательно, после вот разговора с Ваней, квартиры, которые мы смотрели в Нунисе, в Оливасе, с контрактом на 3 года, они сейчас стоят порядка 850-900 тысяч долларов. Это С мебелью или без? без мебели. Ну, то есть у меня 800 с мебелью, у тебя 800-900 без Да. мебели, но район. Но район, да, Ну, район да. считается престижным. Это когда зона Норте, поэтому да, там все действительно круто, красиво. Но, опять же, это контракт на 3 года. Ты должен будешь заплатить в самом лучшем случае за полгода вперед, а в худшем за год вперед. Это вот ты считай, значит, у тебя условно... 12 тысяч долларов вперед, плюс комиссия агентства процента 4, плюс еще какой-нибудь залог, плюс страховка. 4 Ну, это короче, тоже, в районе 4 это ты 15. назвал фантастический процент, сейчас тоже в нашем случае это было 10. 10 у нас Ну, просили. 15 тысяч долларов надо выложить просто вот так вот. Да, и чтобы- 2 месяца депозита, и еще тебе нужно пойти купить мебель, которую, если ты вдруг решишь куда-то съезжать, что с ней делать, абсолютно непонятно. Мебель, Итого, наверное, в районе 18-20 тысяч долларов. Это чтобы заехать, в рублях это сколько сейчас? Это 1,5 ляма? да, где-то получается так. Прикольно. Просто чтобы, да, вот Просто квартира. заселиться, да, в квартиру, и то это будет квартира 50 квадратных метров, то есть одна спальня и объединенная кухня с гостиной. Поэтому цены, конечно же, сильно изменились, и это объективная реальность. Все, это нужно понимать, что в Буэнос-Айресе, если ты хочешь жить в приличной квартире, Ну, то это то 1000, это 1200. 1200, да. То есть вот на эту сумму нужно ориентироваться, если ты хочешь жить в квартире 50-60 квадратных метров, Да. в более или менее приличном районе, Мгм. с мебелью. И при этом всегда надо учитывать, что ты это выкладываешь не раз в месяц, пришел раз в месяц, отдал 1100, в следующий 1100, Ага, а ты сразу же сразу. платишь за 3 месяца, плюс комиссия риэлтора, 4-й месяц сверху, если повезет, то полмесяца сверху, плюс залог, ну и как бы... И вот этот, если на год контракт, то ты замораживаешь 12 тысяч приличную долларов, сумму. просто в принципе замораживаешь. Да. Скажи, пожалуйста, Вань, с этим понятно, сколько примерно в месяц нужно здесь тратить, чтобы сходить покушать в ресторан пару раз, тройку в неделю, купить там говядину, бутылочку вина позволить себе. Откуда я знаю? Ну хорошо, в твоем случае минералки. Сколько? Вот, Ну. понятно, что все субъективно, однозначно, что нету здесь золотой формулы, да, это не каждый ест по-разному, Да, да. питается. Но что, вот примерно в твоем случае сколько ты тратишь? Ну, как ты правильно сказал, у всех свой фетиш. Мы с женой очень много пьем кофе. У нас просто на кофе уходит там 15-20 тысяч в рублях в месяц, чтобы удовлетворить наши кофейные наркоманские наклонности. На еду, ну, довольно часто, наверное, мы готовим дома все-таки, домашнюю еду. На походы в магазин уходит порядка 200 тысяч песо, ну, пусть будет 500-600 долларов. По ресторанам мы ходим, ну, 1-3 раза в неделю, так скажем, сходить там в выходные, куда-нибудь с друзьями поужинать, либо там в будни там что-нибудь заказать, не заказать. Если подытожить все расходы на жизнь в месяц, это квартира, одежда, еда, рестораны, развлечения, медицина, то у нас, наверное, выходит порядка 2800 долларов. Вместе, Да. вместе с жильем. Вместе с жильем, все вместе. То есть это 2500-3000 баксов. Разные расходы от месяца к месяцу, ну, типа коридор примерно вот такой. Продукты где покупаете? Продукты это кота, хумба, либо доставка.
Сколько стоит у тебя стрижка? 2800 песо. Это что у нас получается? 600 рублей. 600 рублей плюс-минус. Средний чек в ресторане у тебя какой? На двоих, наверное, порядка 8. Слушай, по-моему, мне пора с Нордельта съезжать. Ну у вас там подороже. У нас средний чек где-то 15-18. На человека? Да. Нет, на двоих. Ну как даже на двоих, можно сказать на троих. Так, ну что, получается 2800-3, и ты получаешь квартиру современную, ходишь в ресторан тогда, когда хочешь, и при этом, когда ты там сидишь, ты заказываешь то, что ты хочешь, ты не задумываешься о том, да, что там выбираешь, Типа того. плюс-минус. Ну и можешь себе позволить в месяц купить там кофту, джинсы, еще что-то. Ну, вот так вот живет средний зажиточный класс в Буэнос-Айресе. Что, прощаемся? Да. Ну, в общем, вот мы с Ванькой обсудили ценовой сегмент в $1000. Я немного подснял квартир для вас, предлагаю посмотреть. Если какое-то мероприятие, то можно арендовать вот эту кухню. Кейтеринг сюда приедет, будет готовить. Здесь можно поставить столы и отмечать какое-то мероприятие. Здесь можно посмотреть футбол вместе с соседями, в Париже приготовить еду и покушать. И ванная комната при спортзале. Вот душевые. Тут девчули. Тут, по всей видимости, мальчули. Нет, здесь все девчули. Итак, просматриваем следующие апартаменты в Оливасе. Цена этих апартаментов $850 при условии контракта на 3 года. Здесь еще один выход служебный с большим лифтом для вещей. Здесь гостевой туалет, ванна. Это спальня, гардеробная. И достаточно большой туалет с ванной комнатой. Значит, кухня. Ну, достаточно аскетичная. Но все, что называется, имеется. Расположение достаточно хорошее, прямо у главного порта Оливаса. Стоят, видны мачты яхт. Ну, собственно, сам порт. Размер террасы впечатляет. Тут действительно можно многое поставить, сделать. Солнце в летний период на протяжении 4 часов, сказали. Вот здесь оно встает и вот туда уходит. Предусмотрено одно парковочное место. Сауна тоже есть.
Не забываем, что мы в Аргентине. Имеется маленькое футбольное поле для игры со своим сыном, может быть, с дочкой. Но оно здесь есть. А так выглядит сам дом. Ну и, конечно же, бассейн. В Аргентине без него тоже очень сложно прожить. Шезлонги, где можно полежать, позагорать. Ну, а вокруг вот такие вот каменные джунгли. Присутствует маленький домашний кинотеатр, где можно смотреть футбол или какой-нибудь кинчик, пригласить друзей и замечательно провести время. Теннисный стол, пул, ну и, конечно же, настольный футбол. Ну, практически как и везде, есть кухня, есть вот такой вот зал, где можно провести мероприятие. Ну, не знаю, может быть, какое-нибудь детское можно здесь провести. Я приехал в Котто. На мой взгляд, этот магазин относится к среднему ценовому сегменту. Давайте сравним стоимость продуктов здесь и в Джумбо. Цены на орехи здесь значительно ниже, чем в России. Рыбный отдел уже представлен не таким обилием морепродуктов, как в Джумбо. Килограмм форели 5600. Килограмм говядины обойдется в 2200 песо. Литр моего любимого молока обойдется в 396 песо. А если выбрать жидкую упаковку, то литр этого молока обходится 242 песо. Упаковка сливочного масла в среднем стоит 500 песо. Стоимость Red Label в Котто за 760 миллилитров 7115 песо, за литр 8455 песо. 2137 песо за бутылку Фернета. Как я мог забыть рассказать про цены на подгузники? Подгузники в целом здесь не очень дорогие. За 34 штуки подгузника размера XXG попросят 2046 песо. Вот как выглядит курс на кассе. Котто. 206 песо за доллар. Грабеж официальный. Основываясь на сказанном и увиденном, я констатирую факт, что в Аргентине прекрасно можно прожить на 3-4 тысячи долларов. На эти деньги можно прожить семьей, состоящей из 2, 3 и 4 человек. При этом себе позволять ходить в рестораны, покупать вещи и жить в современных апартаментах. Ну что, идем дальше, в высшую категорию. И об этой категории нам расскажет мой очередной гость Светлана Глобина. Твой гость по жизни, Мой гость по удивительный жизни. однофамилец. Да. Свет, расскажи, пожалуйста, как тебе живется в Аргентине? Все ли тебе здесь нравится? Сколько ты уже здесь живешь? Мы в Аргентине уже 7 месяцев. Нам здесь очень нравится. За это время мы уже успели пожить в разных районах, снимать разное жилье. Мне кажется, столько вариантов жилья, сколько мы, мало кто вообще здесь меняет.
Вот, но мы остановили свой выбор на местечке под названием Нордельта. Вот, очень классно побыть здесь, почувствовать себя в сохранности, не париться по поводу того, что у тебя телефон торчит из заднего кармана джинс или что-то еще. Вот, в общем, здесь очень чувствуешь себя безопасно, приятно, люди очень добрые, открытые, конечно, мне здесь нравится. Целиком полностью согласен с твоим умозаключением. Действительно, в Нордельте очень хорошо, безопасно. Мы пожили уже, сменили несколько домов. Сейчас, на данный момент, вот мы находимся, опять же, в закрытом баррио Серрада, но уже не в доме, уже в апартаментах, потому что в Аргентину пришла осень, ну и как такового нет смысла в бассейне, в территории вокруг дома. Ну и хочется поближе к движу быть, да, чтобы рядом были доступны рестораны, магазины и так далее. Все-таки в домах такой возможности не было, чтобы я могла одна, без машины, дойти с малышами до ресторана, магазина, фитнес-зала. А тут, в общем-то, все под боком, так да, скажем. Здесь вышел, и все, пожалуйста, минута, и ты уже на набережной. Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько в месяц твой муж тратит на аренду жилья? Но в среднем все дома, в которых мы жили здесь, обходились нам где-то в 2,5-3 тысячи долларов в месяц, включая экспенсисы и агентскую комиссию. Да, я думаю, наверное, на эти цифры стоит ориентироваться. Единственное, что стоимость во многом зависит от месяца. Как говорили агенты по недвижимости, декабрь и январь – это самые дорогие месяцы, но почему-то, когда я искала эти апартаменты, я не заметила, чтобы цены сильно были снижены на март и апрель. Поэтому в целом, мне кажется, ситуация не изменилась по ценам сейчас. Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько в месяц мы тратим на продукты? Но в среднем, я думаю, что поход в магазин обходится нам в 100 долларов, и хватает нам этих продуктов, наверное, дня на 4 максимум, учитывая, что ест 3 рта и 4-й на грудном вскармливании. Друзья, в категории премиум я вам покажу цены в супермаркете Jumbo. Jumbo Нордельта. Целый стеллаж с фернетом. Это вообще считается национальный напиток, они действительно от него фанатеют. Килограмм курицы стоит 1700 песо. Килограмм говядины для приготовления миланезы стоит 3400 песо. В Jumbo достаточно большой выбор морепродуктов. Можно приобрести морского лосося из Чили. Получаем чек и смотрим. Значит, килограмм кабачка стоит 700 песо. Перцы красные 600 песо за килограмм. Литр свежевыжатого апельсинового сока стоит 1500 песо. В магазине достаточно большой выбор колбасных изделий. Хлеб, как и в других магазинах, делается прямо на месте. Они вообще фанаты хлеба, аргентинцы. Литр молока в среднем стоит 250 песо. Я всегда беру молоко этой фирмы. Мне оно очень даже нравится. Цена его 360 песо за литр. В Jumbo достаточно большой выбор пива. Цена достаточно разная, но в среднем 300 песо за пол-литра пива. 6 литров воды приблизительно стоит 600 песо.
Итак, приблизительная стоимость подобной продуктовой корзины в магазине Jumbo составляет 28 тысяч песо. Она состоит из 1,5 килограмм куриной грудки, килограмма говядины, хамон, 2 бутылки вина, 2 бутылки пива, 2 литра молока, 30 яиц, сыр пармезан, немного овощей, пару пачек чипсов, ведерко арахиса, масло сливочное, шоколадка и бумажные полотенца. В ресторанах. Хорошо. Что у нас с ресторанами? В рестораны мы ходим довольно-таки часто. Да? Когда не успеваем приготовить дома ужин. Да, это связано, опять же, с детьми, потому что не так просто Конечно. что-то приготовить. Конечно. Вот. Между прочим, позавчера я приготовила борщ с малышкой на руках, поэтому... Было дело, было дело. Вчера мы в ресторан не ходили. Но в целом походы в ресторан здесь обходятся где-то в 15-20 тысяч песо на нас двоих и малыша. Малыш обычно ест вместе с нами. Поэтому... Да. То есть, ну, действительно, вот на эту бы цифру я бы ориентировался 15-20 тысяч песо на семью из 3 ртов и одного маленького. Ну и одного большого с бутылкой вина обычно. Поэтому все-таки бутылка вина — это тоже немаловажный фактор, который занимает много. Да, но вино в Аргентине стоит совсем небольших денег, и не из-за вина складывается такая стоимость. Ну вино в среднем 4 000, наверное, стоит в ресторане. Стоит. Местно. Да, 4000 вино в ресторане стоит. Мы сейчас направляемся в ресторан морской кухни. Называется он Marinas Bay. Попробуем морепродукты. Вообще в Аргентине с морепродуктами беда. Их здесь очень мало, и ресторанов с морепродуктами немного. Но они есть, и вот мы решили посетить один из таких ресторанов. Ау, бабах можно, да. Вкусно, сын? Да. После эмпаньядосов принесли кальмары в кляре. Сейчас будем пробовать. Сын, давай, готов оценить кальмары в кляре? Тянется кальмар, будешь? Ну, вообще не хочет. Очень вкусно. Ну и в общем, как ожидалось, в ресторане морской кухни, из морской кухни лишь кальмары, лангустины и чилийский сальмон. Реально не найти ни омаров, ни крабов вообще, ни под каким предлогом. Но чилийский сальмон очень даже ничего, я уже попробовал, очень вкусно. Кстати, цена вопроса 7500 песо. Да, рыбку требует Филипп. Это выше среднего, потому что в целом по стране я уже поездил, и в ресторанах, как правило, он стоит порядка 5000. Здесь он стоит 7,5. Да? Еще у нас за большую статью бюджета составляет няня, которая сидит со старшим сыном. Няня действительно у нас есть, и няня нам обходится $100 в неделю. $100 в неделю. Это 6, где-то 6 по-разному, бывает 6 плюс-минус тысяч песо в день. И это очень хорошая цена, потому что это няня аргентинка, мы ее нашли сами, не платили никаким агентствам. Но, опять же, здесь есть нюанс. Как говорится, няни рознь. Есть няни, которые занимаются ребенком, учат его языку, учат каким-то условно там наукам, да. Вводят его по развивающим кружкам. Да. А есть те, которые занимаются присмотром за детьми. Да, которые просто сидят, условно, ходят, гуляют за ручку, ну, присматривают, там, сидят вместе с ними, мультики смотрят, но развитием практически никаким не занимаются, разве что учат испанскому. Поэтому, собственно, вот из этих всех расходов, да, и складывается бюджет более чем $4000. Свет, скажи, пожалуйста, много вопросов от зрителей. Где мы ищем жилье?
Хотя это такая уже избитая тема, но так или иначе расскажи, потому что этим вопросом в нашей семье занимаешься ты. Мне кажется, я его ищу везде, потому что с жильем наблюдаются большие проблемы, особенно сейчас, когда поток русских просто невероятный сюда. И я сначала искала по сайту агентства недвижимости Remax, на нем очень хороший выбор, и агенты брали 10% агентской комиссии за жилье в Нордельте, хотя в основном берут 20% агенты. Вот, ну, нам везло. Потом на этот месяц мы искали по сайтам ZonaPro, ArgenPro, аргентинские сайты, на которых тоже можно искать недвижимость на короткий срок или на более длительный срок. Вот, было очень сложно, и мы получали в этот раз очень много отказов. Многие отказывали просто потому, что мы русские, потому что мы с детьми, еще и с 2. Ну, не многие, 2 раза было. Это скорее... Ну, и выбирали, отдавали предпочтение другим, когда мы стояли на весах с местными. Поэтому найти жилье непросто, и нужно пользоваться всеми сайтами, которые вы знаете. Многие еще ищут по Facebook Marketplace, вот, но туда мы не лазили. А может быть напрасно, нам, может быть, и стоило, да, залезть? Ну, мы и на Airbnb искали тоже, с надеждой договориться, может быть, с владельцем напрямую на более длительную аренду, но там тоже не было. Ну, один раз у нас такой опыт был, и как раз-таки в Риколете, и мы снимали сперва через Airbnb, а потом договорились с владельцем напрямую, да, на продление на месяц. Стало дешевле, там, если я не ошибаюсь, стоило $900 в Риколете, это было вот как раз месяцев 7 назад, да, и потом стало стоить около 600 или 700, что-то такое, в общем, 700, да. да. Свет, спасибо тебе большое за замечательный рассказ о твоей жизни в Аргентине. Не за что, я была рада помочь. Предлагаю посмотреть один из вариантов домов, в котором мы жили в Нордельте. Но это же, конечно же, не предел, вообще границ нету. Здесь, в Аргентине, можно найти очень дорогие дома и жить и не за 10, и не за 20 тысяч долларов, а гораздо больше. Сейчас давайте посмотрим дом за $2500. Готовлю курочку, мариную. Как же хорошо, когда есть возможность в доме в своем подойти, выбрать нужный лимон и сорвать его. Вот наиболее подходящий нам. Идем мариновать. Друзья, решил вам показать немного о том, как мы живем. Это наша кухня. Здесь мы готовим вечерами для себя и для наших детей. Здесь вот у нас такая вот гостиная, в которой мы смотрим футбол, сериалы и кино. Вот на этой стене. Здесь вот, пожалуй, сейчас тусуются все члены моей семьи. Там у нас спальня. Дальше идем на патио. Вот это место, где я готовлю кушать. В частности, сейчас готовлю, сейчас покажу. Вот тут вот готовится курочка со свининкой. Вот они там тушатся. Здесь мы проводим вечера на улице. Вот, собственно, наш дом как выглядит. Патио, бассейн. Мы купаемся. Вокруг дома вот такая вот произвольная река. Она начинает работать, когда включаются насосы, очищающие бассейн. Такие дизайнерские элементы интересные. Тут мы сушимся, чилим на солнышке, прачечная. Это выход в прачечную. Вот она здесь. Ну и, собственно, бродяга. Вот он тут стоит. Ждет. Двор на фасаде. Такой. Это наша улица, на которой мы, собственно, и обитаем. Ну, пойдемте покажу вам и вход.
Вот эта кухня, с которой я начинал. Ну вот, как-то так. Кто досмотрел до этого момента, большой молодец. Я надеюсь, этот выпуск получился полезным и информативным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нос вемос, амигос, всех прижал к сердцу.